Кажется, что есть настолько красивые женщины, что изменять им просто невозможно и бессмысленно, но жизнь — непредсказуемая штука. Ирина Алферова. Ирину Алферову и Александра Абдулова даже на Западе признавали одной из самых красивых актерских пар. Когда они объявили о разрыве, никто в СССР не мог в это поверить. Оказалось, что они просто разные. Она стремилась к уединению и покою, а он всегда был душой компании. 17 лет она прожила в браке с Александром, высоким красавцем с печальными глазами и ослепительной улыбкой. Алферова на его фоне не терялась, но как-то отходила на второй план. Вздыхая по актеру, поклонницы не могли не мечтать о такой же, как тогда казалось, крепкой семье. А Ирина в это время терпела бесконечные вечеринки и дружеские посиделки. Каждый день жить в состоянии вечного праздника я не могла. Мне надо было ощущать, что человек дышит только мной, видеть его, слышать. А Саша, если так можно сказать, состояла из своих друзей, объяснила она однажды. Терпение лопнуло, когда Ирина уличила мужа в измене. Они расстались, сумев сохранить хорошие отношения до самой смерти актера. Свое счастье Алферова нашла лишь в третьем браке, выйдя замуж за коллегу по съемочной площадке Сергея Мартынова. Элина Быстрицкая. Казалось бы, сложно найти советскую актрису идеальнее Элины Быстрицкой. Ее внешностью восхищались и женщины, и мужчины. Дамы мечтали походить на царственную звезду. А поклонники были готовы на любые свершения, чтобы завоевать внимание горделивой артистки. Быстрицкая была не только признанной красавицей, но и имела абсолютный талант. Этим объяснялась ее востребованность в кино. Однако личная жизнь актрисы складывалась непросто. В ранней молодости у Быстрицкой был роман с Кириллом Лавровым. Пара собиралась к концу учебы пожениться, даже родители уже познакомили между собой. Но несостоявшийся муж начал изменять будущей звезде. Однажды вечером Быстрицкая решила проводить Лаврова на гастроли, предварительно купив большой букет пионов. Но на вокзале она застала любовную сцену. Ее коллега Валентина Николаева нежно прикалывала к пиджаку актера Ландыши. Такого предательства артистка стерпеть не смогла и разорвала отношения с женихом. А Кирилл вскоре женился на простушке Николаевой. И хотя она и в подметке не годилась его бывшей возлюбленной, их союз продержался почти 50 лет. Быстрицкая пользовалась огромной популярностью, но выбор ее снова пал не на того мужчину, генерала Николая Кузьминского. Для него это был уже 4-й брак. Мужчина занимал высокую должность в Министерстве внешней торговли. Вместе они прожили 27 лет. Поводом для развода стала измена Николая. Они развелись в начале 1990-х. Быстрицкая не смогла простить супруга и замуж больше не выходила. Людмила Гурченко. Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко познакомились в 1964 году. Она – звезда карнавальной ночи, он – известный певец, вокалист госконцерта, лауреат всесоюзных конкурсов. Через несколько лет Гурченко поехала на гастроли и попросила подругу, актрису Татьяну Бестаеву, присмотреть за дочерью. Так между Кобзоном и Бестаевой случился роман. Гурченко не смогла простить Кобзона и подала на развод. Татьяна Доронина. Олег Басилашвили и Татьяна Доронина поженились в 1955 году, еще во время учебы. Вскоре его по распределению отправили в Волгоград, а она поехала за ним, несмотря на то, что ей предложили работу в Москве. Об этом решении Доронина позже пожалела, когда узнала о том, что Олег изменил ей с одной из коллег. Попытки спасти брак длились еще несколько лет, но оказались тщетными. Басилашвили и Доронина развелись в 1963 году. Наталья Варлеи. Наталья ревновала своего мужа, актера Николая Бурляева, к звезде фильма «Доживем до понедельника» Ирине Печерниковой. Супруг уверял, что ее домыслы беспочвенны, пока однажды Наталья не застала парочку в своем же доме. Наталья убежала, а он не стал ее возвращать. Их брак продлился всего 1 год, с 1967 по 1968 год. Ольга Остроумова.
Ольга оказалась в столичном театре юного зрителя сразу после выпуска из театрального училища. Ее избранником стал режиссер Михаил Левитин. В 1973 году они поженились. Ольга родила Михаилу 2 детей. Через 20 лет их брак распался. Поводом стали многочисленные измены Левитина с разными актрисами. Вскоре после этого Остроумова вышла замуж за Валентина Гафта, когда ему уже было 60 лет. Наталья Кустинская. Третьим мужем Кустинской был космонавт Борис Егоров. Он был харизматичным, красивым и уверенным в себе мужчиной, не обделенным женским вниманием. О легких увлечениях и флирте Наталья догадывалась, но когда узнала об измене, то простить не смогла. Актриса подала на развод. Их брак продержался с 1970 по 1989 год. Людмила Поргина. Неизвестно, кто из многочисленных поклонниц Николая Караченцева смог бы выдержать то испытание, в которое превратилась жизнь его единственной супруги Людмилы Поргиной. Когда-то она влюбилась в него, едва увидев на сцене Ленкома. Сама призналась в любви, ушла от первого мужа и долго ждала предложения от Николая. Поргина полностью посвятила жизнь мужу, задолго до того, как в этом возникла реальная необходимость. В феврале 2005 года актер попал в страшную аварию. Позднее, после долгих лет тяжелого лечения и реабилитации, Караченцев скажет жене: «Лучше бы я умер сразу, а не заставлял бы тебя страдать». Но Людмила только замашет на него руками, она любит его любого. И верит в чудо. И верила, когда к последствиям травмы присоединился рак. Верила до последнего дня. Николай Караченцев умер 26 октября 2018 года. Татьяна Михалкова. Выходя замуж за Никиту Михалкова, манекенщица Татьяна прекрасно понимала характер избранника. На первом же свидании в ресторане он отвел ее в туалет, чтобы смыть яркий макияж. Хранить семейный очаг должна была скромница, а не эффектная женщина, на которую оборачиваются мужчины. При этом сам Никита Сергеевич никогда не был святошей. За долгие годы его карьеры ходили слухи о романах режиссера с его помощницей Алисой, журналисткой Марией Лемешевой, а также едва ли не с каждой молодой актрисой, снимавшейся в его фильмах. Но семейный очаг все эти годы оставался в неприкосновенности. Кандидатуру на роль его хранительницы Михалков выбрал безошибочно. Лариса Лупиан. Когда живешь с одной и той же женщиной год, 5-10 лет, перестаешь воспринимать ее как сексуальный объект, сказал в одном из интервью ее муж Михаил Боярский. После выхода на экраны фильма о мушкетерах, вокруг него роились десятки таких объектов. Но Лупиан стойко выносила и многочисленные слухи об изменах супруга и его непростой характер. «Мне очень много пришлось в жизни терпеть. Но есть пословица: терпение приносит розы», призналась она в одном из интервью. «Мне кажется, то, что можно вытерпеть, надо терпеть. Ради сохранения семьи, ради детей. Они намного комфортнее себя в полной семье чувствуют, чем с одним родителем. Кроме того, не факт, что удастся создать семью во второй раз, а жить одному человеку очень неуютно».